Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня 6 февраля 2026 года. Я хочу поговорить с вами о событии, которое уже называют одним из самых серьезных технологических ударов по российской армии за последние месяцы, а именно о массовом отключении терминалов Starlink в зоне боевых действий на территории Украины. Это не просто технический сбой, это целенаправленное, скоординированное действие компании SpaceX Илона Маска совместно с Министерством цифровой трансформации и Минобороны Украины. И последствия этого решения выходят далеко за рамки фронта. Давайте разбирать все по порядку, спокойно, по фактам, с юридической точки зрения. Все началось в январе 2026 года, когда украинская разведка и военные блогеры зафиксировали резкий рост использования Starlink российскими подразделениями, особенно для управления дальнобойными дронами в реальном времени. Речь шла о шахедах, геранях, БМ-35 и других БПЛА, которые стали гораздо точнее и устойчивее к РЭП, именно благодаря американской спутниковой связи. 1 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров публично обратился к Илону Маску с требованием заблокировать несанкционированные терминалы. Маск ответил, что компания уже принимает меры против несанкционирования использования Россией. А дальше с 4 февраля вечером начался настоящий коллапс. Российские Z-каналы и военкоры массово пишут: терминалы легли по всему фронту, связь пропала, координация нарушена, штурмы остановлены. Украинская сторона подтверждает: внесенные в белый список терминалы ВСУ работают, а все остальные заблокированы. Процесс верификации идет через ДИЮ и ЦНАП. Это обязательная регистрация каждого терминала. SpaceX ввела геоограничения и технические блокировки. Терминалы, не прошедшие верификацию, просто перестают выходить на спутники. И это не случайный сбой, а именно дезактивация. Официально в России Starlink не работает. Нет покрытия, оборудование не сертифицировано Роскомнадзором, услуга заблокирована на уровне геолокации. Но на практике терминалы попадали через третьи страны ОАЭ, Казахстан, Армению, Турцию и регистрировались на подставные аккаунты. Почему выбрали именно Starlink? Низкая задержка 20-40 миллисекунд, критично для управления дронами в реальном времени. Высокая пропускная способность, устойчивость к РЭП по сравнению с обычными радиостанциями. Доступность. Один терминал стоит относительно недорого, а эффект огромный. Российские военные фактически перешли на инфраструктуру потенциального противника. И это не просто ирония, это системная уязвимость. Когда говорили, мы воюем с НАТО, а теперь, выясняется, воюем с помощью технологий НАТО. С точки зрения международного права и права связи, Starlink – это частная компания, она не обязана предоставлять услуги всем подряд. SpaceX имеет полное право вводить геоблокировки, отключать терминалы по запросу партнеров или по собственному решению. Это их коммерческая политика. Украина как суверенное государство имеет право регулировать связь на своей территории. Введение белого списка –
Это аналог обязательной регистрации базовых станций или ретрансляторов. Ничего необычного. Для российских военных использование Starlink – это нарушение условий сервиса SpaceX, то есть запрета на военное использование в определенных сценариях, плюс контрабанда оборудования. Санкции. Формально SpaceX не под санкциями РФ, но РФ может считать это враждебным актом. Однако юридически Маск и SpaceX действуют в рамках американского и международного права. Отдельный вопрос – права гражданского населения. В оккупированных районах люди тоже пользуются Starlink для связи с внешним миром. Регистрация через Дию может создать риски для них. Это уже тема для отдельного разбирательства в ЕСПЧ или ООН. По открытым данным Генштаб ВСУ, ICW российских источников, штурмовые действия резко сократились или остановились на ряде участков. Проблемы с координацией артиллерии, дронов, логистики. Z-блогеры пишут о катастрофе управления, параличе на передовой. Для Украины временные сбои у своих пока верифицируют, но в целом преимущество. Для России нет собственной спутниковой группировки такого уровня. Российский аналог отложен из-за провала производства. Зависимость от иностранной инфраструктуры в критической сфере. Удар по престижу. Воюем с НАТО, а сидим на их интернете. Это не конец войны, но очень серьезный тактический проигрыш России. Что дальше? SpaceX уже заявляла, блокировки будут усиливаться. Вероятно, в ближайшие недели 2 российские войска перейдут на резервные каналы. Старые радиостанции, китайские аналоги, ретрансляторы. Но это шаг назад по качеству связи. Юридически Россия может подать иски в международные арбитражи, но шансы минимальны. Может ускорить разработку своей системы, но главное – осознать уязвимость зависимости от иностранных технологий. Друзья, это урок не только для военных, но и для всех нас. В 2026 году контроль над связью – это контроль над реальностью, когда частная компания может одним кликом выключить канал управления армией, и это новая реальность. Если вам интересно мое мнение по другим аспектам санкций, права человека, будущее спутниковой связи, пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь, включайте колокольчик, будем разбирать такие темы дальше. Это был Валерий Табаков. Берегите себя и близких. До новых встреч. Good afternoon. You are taking a live look right now at Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, where SpaceX is getting ready to launch another batch of Starlink V2 mini satellites. This one's Starlink 6-92. And as is always the case, but is in especially particular way this case, this is not your ordinary Starlink.